В современном мире, когда в кожной фазе развития мы выходим на такой сумасшедший уровень стандартизации законов, самка выходит на работу, получает образование, обучается, стремится больше самца, реализует себя меньше самца, но стремится больше, чем самец, к образованию, к обучению больше, но реализует меньше. Это понятно почему. Пока это так. Скоро будет иначе. И это не может не отложить свой отпечаток на сексуальные отношения во всех смыслах этого слова. Во всех. Вот эти вот динозавры сумасшедшие, которые продолжают называть, говорить оскорбительные вещи, характеризуя сексуальное поведение женщины. Шлюхи, как это еще говорят, курвы, суки, сумасшедшие. Надо сказать, алло, Вася, динозавра ты видел? Конечно, если женщина сидит в пещере, в черном мешке на голове, готовит борщ и вскармливает детеныша каждый год нового. И вдруг она выскочила куда-то. И сами знаете, что. Так, конечно, в шлюхах тоже еще. Всегда была двойная мораль, так называемая, мужская и женская. Если мужчина вызвал на дуэль 10 человек, из них 7 заколол насмерть. Соблазнил 50 женщин за последний год, из них половина замужних. Поэтому посвящается в мушкетеры. А женщина, шлюха, без права на продлевку на мужа, на продолжение себя во времени. То есть так называемая двойная мораль. А какая двойная мораль? Она вышла в саванну, зверь зверем, образованный и умный зверь. Она пришла в бар, у нее какие-то фрустрации надо снять. Подозвала и я тебе возьму бокал пива, потом поедем со мной, там у меня машина стоит на паркинге. Сегодня мы про нее говорим. Она получила высшее образование в МГУ, она оказалась стервой, курвой, сукой, успешно сделала высшую карьеру, соблазнила 10 мужчин, из них 8 довела до инфаркта. И поэтому она успешная женщина и готова стать премьер-министром небольшого государства. Она стремится. Она до пубертата впереди идет мужчины. Девочки лучше в школе учатся, даже в институте, в среднем как тенденция. Но потом все. Интенсивности не хватает. В целом, я имею в виду, нейронные связи, нет такого развития, нет такого интенсивного развития мысли. Поэтому она уступает и в науке, и в культуре, и в искусстве, и в бизнесе, и в политике, везде уступает. Что является вспомогательным средством. Кстати, единственным средством мужской тип. Мужчина 50 тысяч лет проходил через это. Что? Оргазм, женский оргазм. Появилась потребность. Вчера ее называли бешенством маткой. Это считалось извращение. Ее называли нимфоманкой, куртизанкой и все вот эти вещи. Больной. Сегодня требования, это серьезно. На Западе требования, они тоже свой перегиб. То есть они торопятся, когда они не успевают научиться этому, они начинают паниковать и отстают, и получают проблемы с этим пресловутым женским оргазмом, потому что им внушают вся реклама, фармакологические компании, оргазм, женская виагра, оргазм, что это за женщина без оргазма, это как мужчина без кинжала. А это не так. Это научается, это иногда годы проходят, иногда родить нужно, чтобы... Иногда не тот человек, а бывает тот... Это новые условия для женщины. А им внушают на Западе, они торопятся, паникуют. И получают от этого уже реальные проблемы с получением этого вторичного женского удовольствия. Она хочет бизнес делать лучше всех. Карьеру выше всех. Она хочет, она стремится получать оргазм. Они не дают себе в этом отчет. Почему это так? Но уже некоторые, есть исследования, последнее совсем, сканирование мозга женщин. Это серьезное исследование. 80% мозга активны в момент оргазма. Активны. Делают хорошую зарядку, гимнастику для развития нейронных связей. А так нет. Спрос дает предложение, фармакоконцерны дают сегодня им женские виагры, шмаягры, все на эту тему.
Вот она пытается очень рационально снимать все запреты и ограничения культурного типа, то есть вторичного типа, чтобы освободить свою сексуальность. Это неуклюже. Я уже не говорю о том, что нигде, кроме нас с вами, не понимают такого важнейшей составляющей, что наша сексуальность дифференцирована, она несет в себе совершенно разные смыслы. И когда говорят, что мужчина и женщина ради ребенка вместе, вопреки тому, что мы видим глазами, это глубокое заблуждение. Это он говорит о собаках с обезьянками. Собаки и обезьянки вместе соединяются, спариваются только по этой причине. Человек нет. Современный человек тем более нет. Чем выше цивилизация, тем более нет. И в этом случае, в этом нет, в этом отрыве от спаривания, в этих добавочных желаниях в каждом векторе формируется совершенно другая сексуальность.